говядину и баранину. В продовольственной ситуации Ленинграда наметился перелом. Попытки прорвать кольцо блокады осенью 41-го были организованы плохо, так как все силы советское командование бросило на оборону Москвы. Но когда в январе 42-го года врага погнали от столицы, настало время для проведения крупной операции под Ленинградом. Советским войскам предстояло нанести удар во фланг и тыл группы армии «Север» с берега реки Волхов. Топкая и труднопроходимая местность не позволяла использовать значительное количество танков. Атаки бронетехники были возможны только вдоль дорог или железнодорожных насыпей, поэтому исход сражений полностью зависел от действий артиллерии и пехоты. Генерал Федюнинский возглавил армию, которой в районе Бутылочного горла надлежало прорваться в осажденный город. Высокую железнодорожную насыпь у деревни Погостье немцы превратили в подобие крепостной стены с укрепленными огневыми точками. Немецкие солдаты, во время артобстрела прятавшиеся в укрытиях, по окончании огня успевали вновь занять свои огневые позиции, и запоздалые атаки советской пехоты наталкивались на град пуль. Потери были огромные, продвижение вперед минимально. 7 января вторая ударная армия генерала Клыкова ударила по немецкой обороне в районе Любани, южнее укрепленного Бутылочного горла. Однако уже первые часы обнаружили просчеты в проведении советской операции. Сказалась спешка, обусловленная желанием Ставки как можно скорее прорвать блокаду Ленинграда и принести городу освобождение. Командир дивизии генерал Антюфеев. Наши части, преодолев реку и поднявшись на левый берег, попали под сильный пулеметный и минометный огонь противника. Артиллерия не только не могла подавить вражеские огневые средства, но даже не успела как следует произвести пристрелку. К тому же имела всего четверть комплекта боеприпасов. Войска пришлось отвести на исходные позиции. Через несколько дней наступление возобновилось, и советским частям удалось продвинуться по лесам и болотам на 30 километров. До соединения с защитниками Ленинграда оставалось пройти еще столько же. Над немецкими войсками нависла угроза окружения. Казалось, что немецкое командование примет наиболее правильное решение, отдаст войскам приказ отходить. Но Гитлер запретил отступление. Командующий группой армии «Север» фон Лейб подал в отставку, и дела принял Кюхлер. Он предложил бросить все силы на удержание шоссейных и железных дорог. Это решение и оказалось для немцев спасительным. Контролируя дороги, немецкому командованию удалось осуществлять снабжение своих войск и быстро перебрасывать резервы на трудные участки. А прорвавшиеся вперед советские войска второй ударной армии обеспечивались по единственной дороге, проложенной в 5-километровом коридоре между селами Замошье и Спасское Полисть. В войсках не хватало боеприпасов, продовольствия, горючего. Уже в феврале советское наступление остановилось, но армия продолжала держаться на захваченных рубежах. Обороняться среди болот было чрезвычайно трудно. Окопы заполняли грунтовые воды, приходилось строить настилы, прокладывать гати. Вскоре в войсках начался голод. В марте Гитлер потребовал от Кюхлера окружить советские войска, вклинившиеся в немецкую оборону. Операция получила кодовое название «Дикий зверь». 5 немецких дивизий с двух сторон атаковали основание прорыва, и вторая ударная оказалась отрезанной от своих тылов. Между окруженными частями и линией фронта оставался узкий коридор шириной в 1,5–2 километра. Он полностью простреливался противником, поэтому передвигаться по нему приходилось только ночью. Немцам оставалось лишь уничтожить практически окруженные советские части. Но первый удар пришелся по Невскому пятачку. В апреле здесь оставалось около 1000 советских солдат. Когда на Неве начался ледоход, немцы, зная, что советское командование не сможет помочь своим войскам, обрушили на плацдарм огонь артиллерии. Последнее, что видели с правого берега Невы, это кусок маскировочного халата с написанным словом «Помогите». Невский пятачок был ликвидирован.
этой ситуации командующим окруженной второй ударной армии был назначен генерал Власов. В начале мая командование приняло решение о выводе войск из окружения. Буквально за день до начала операции по отводу армии Власова немцы нанесли удар по второй ударной армии и вскоре полностью ее окружили. Ценой огромных усилий фронт удалось прорвать, но через участок в 1,5 километра успели выйти лишь небольшие подразделения. Спустя 4 дня район, занимаемый армией, сузился и уже простреливался немцами на всю глубину. Командир батареи 305-й дивизии Добров. Площадь 2 на 2 километра насквозь простреливалась. Всюду лежали убитые и раненые. Кто бредил, кто просил пить, кто просил перевязать, а кто требовал пристрелить, потому что сам это сделать уже не мог. Немцы не атаковали. Обложили нас, как зверя в берлоге, бомбили и обстреливали. Последняя попытка прорыва проходила ночью под перекрестным огнем пулеметов и пушек немцев. К утру коридор окончательно заблокировали. К концу июня количество вырвавшихся из котла достигло 10 тысяч человек. Немцы объявили о захвате 30 тысяч пленных. Спустя 2 недели после ликвидации котла в деревне Туховежи командующий второй ударной армией генерал-лейтенант Власов был взят в плен. Буквально в считанные дни генерал Власов на сотрудничество с Третьим рейхом согласился. Вскоре Власов занялся пропагандистской работой. Ему принадлежат обращение Русского комитета к бойцам и командирам Красной армии, открытое письмо генерала Власова «Почему я встал на путь борьбы с большевизмом» и другие. Текст обращения фактически является декларацией о создании РОА – Русской освободительной армии. Вскоре Власов перешел и к формированию воинских частей из военнопленных и русских эмигрантов. Существование и деятельность армии Власова привели к тому, что всех советских граждан, служивших немцам, стали называть власовцами. Однако власовцев не следует путать с так называемыми хивии, безоружными военнопленными, занятыми на хозяйственных работах. Другие боевые части в составе германских войск, состоявшие из бывших граждан СССР, формировались из различных групп националистов и также не являлись частью РОА. В 1945 году в Чехословакии личный состав армии Власова был взят в плен. Всех признали виновными в государственной измене, лишили воинских званий и приговорили к высшей мере наказания. Прорвать ленинградскую блокаду весной 42-го так и не удалось. На Ладожском озере начал таять лед. Отлаженная за зиму дорога жизни покрылась водой. 20 апреля под лед ушло около 80 машин, и с трассы сняли все автомашины ЗИС-5. Начало летней водной навигации ждали с тревогой. Портам на берегах озера и кораблям угрожали немецкие удары, как с воздуха, так и с воды. Суровая зима и ледоход задержали навигацию. Первый корабль смог пройти по озеру только 22 мая. Противовоздушная оборона Ладоги оказалась достаточно эффективной. Потери грузов от ударов с воздуха составили менее процента от всего объема перевозок. Вскоре на Ладожское озеро немецкое командование доставило итальянские торпедные катера МАС и вооруженные паромы «Зибель», предназначавшиеся для высадки в Англии. Но вопреки ожиданиям их действия успеха не имели. Мелкосидящие советские буксиры и баржи оказались трудной целью для итальянских торпед, которые проходили у них под днищем. А специальная авиационная группа ставки Верховного командования обрушила на базы немецких катеров и паромов град бомб. Немецкая операция полностью провалилась. Флотилию паромов пришлось расформировать. Прорыв блокады оставался для Ленинграда вопросом жизни и смерти. Дорога жизни, работая с максимальной нагрузкой, обеспечивала лишь самые необходимые потребности города и фронта в продовольствии, боеприпасах и горючем. В ноябре 42-го командование фронтов при участии Жукова и Ворошилова как представителей ставки приняло решение о проведении операции «Искра». Коридор к городу решили пробивать